Запуск. Все, мы в эфире. Всем с добрым утром. Суббота, 11 утра. Те, кто нас дождался, молодцы. Те, кто присоединится позже, тоже молодцы. Те, кто посмотрит в записи, тоже молодцы. Тем более в записи можно будет пересматривать. 11 утра, а это значит, заседание церкви можно считать открытой. Ну, уже надо будет придумать, видимо, какие-то ритуалы к церкви. Ну, раз церковь-то ритуалы. Хотя, с другой стороны, у христиан там сколько, лет 200 прошло, пока первые ритуалы придумали. Так что это, видимо, дело к потомкам ритуалы придумывать, а мы пока будем просто так работать, безритуально. Единственное, ритуально нужно напомнить, что те, кто не подписался, должны подписаться. Ну, если хотят, конечно. У нас такое добровольное одолжение. В качестве одолжения могут подписаться, писать комментарии, ставить лайки, дизлайки, ну и так, потому что так работают, как говорят алгоритмы YouTube, что чем больше взаимодействий с видео, значит, тем больше людей его увидят. А если еще кто-то ссылочку бросит на видео, то вообще молодец, потому что таким образом еще больше людей нас увидят. Значит, больше подпишется, и церковь наша будет все больше и больше. И мы, наконец, сможем собирать десятину, и тогда будет всем вообще хорошо. Построим храм или даже или виртуальные какие-то стены такие. Ну ладно, это все планы на будущее. А сегодня мы традиционно начинаем с проповеди Владимира Золотарева. Я ему передаю слово. И ваше слово, Владимир. Ну, кстати, про ритуалы. Интересно, что вот что такое ритуал в итоге? Это вот призывы Дмитрия подписываться. А вот представьте, что 300 лет прошло, а там никакого YouTube нет, никаких подписок нет, а вот, допустим, церковь живет, и там, значит, все начинается с призывов подписываться. Вот что такое ритуал. То есть, вот. То есть когда-то это имело какое-то практическое значение, да, а потом превратилась просто в процедуру, так сказать, открытия собрания, да, то есть произнесение неких слов, там, призыв подписываться, хотя никто не подписывается, ну, уже там Ютуба нет, да, какие-то другие способы взаимодействия, нет этих подписок и так далее. Вот. А сегодня, да, я хочу сказать, что вот то, что мы называем тут проповедью, это не есть какая-то лекция, готовы, да, то есть я не готовлюсь там специально к этим всем выступлениям, как правило, там в последний момент нахожу какую-то тему, вот, может, ну, оно, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, лекция требует все-таки, ну, как бы тщательной подготовки, там, тщательного изложения текста, то есть я прошу это все воспринимать именно как, скорее, как экспромты, чем это, ну, собственно говоря, и является, да. Вот. Хотя, может быть, проповеди... А проповедь, это, кстати, наверное, все-таки промежуточный в этом смысле жанр, то есть между лекцией и экспромтом. Вот, то есть все-таки проповедники там, они, ну, как бы готовятся, да. Ну, и у них и другая немножко задача, то есть у них больше там эмоций иногда там, и так далее. То есть они через это работают, как правило, больше, чем через смыслы, да. Ну, а мы пытаемся здесь с каким-то содержанием все-таки работать. Вот, поэтому строго как бы судить тут не надо. То есть это не лекция, это скорее такие вот высказывания идей, да, каких-то там, какое-то обдумывание, так сказать, онлайн, каких-то вот определенных моментов. И сегодня момент будет у нас такой, это освита, да, вот образование. Вот был этот скандал с этим министриком, как я его называю, да, министрика свитки, потому что, ну, как бы всерьез я это все не могу рассматривать. Вот, все то, что они творят как образование, как некую, ну, как некую полезную деятельность. Образование я считаю полезной деятельностью, да? То есть надо сделать сноску. А вот то, что происходит, конечно, то, что они делают, полезной деятельностью я назвать не могу. Вот, поскольку результат не ясен, цели не ясны, критерии как бы оценки тоже не ясны. Вот я подумал, каким бы могло бы быть образование при этом вашем либертарианстве. Да? То есть, понятно, здесь мы должны сразу уже сказать, что, конечно же, это никакое не обязательное образование. Да? То есть, почему вообще говорят об образовании? Почему это проблема? Потому что оно государственное. Да? Вот оно вот одно для всех, и, соответственно, все вот эти вот, для которых оно одно, они, конечно, о нем сильно беспокоятся, потому что одно не может быть для всех, потому что все разные. Да? То есть, каждый из нас разный, а на этих разных людей хотят надеть на это одинаковое для всех образование, что, собственно говоря, и порождает все эти проблемы. То есть, этой проблемы при этом вашем либертарианстве нет. Да? То есть, образование разное, оно для разных, с разными целями, но, тем не менее, то есть,
Как мне кажется, если бы я занимался образовательным бизнесом, скажем так, при либертарианстве, как бы я его строил? Да, я думаю, что я бы устроил его достаточно правильно, и так или иначе либертарианский образовательный бизнес, он имел бы некий все равно общий стержень. И вот об этом стержне сейчас мы и будем говорить немножко. Да, и надо понимать, что опять-таки, время образования, там, кто там образуется. То есть, понятно, ну, сейчас уже общие слова, что человек учится всю жизнь, там, ну, слава богу, наконец-то до них это дошло. Вот, но понятно, что не будет, например, запрещен детский труд, да, что дети, как и раньше, будут рассматриваться родителями, особенно бедными, прежде всего в качестве как бы дополнительного трудового ресурса. Вот, соответственно, они там, когда приобретут уже некую физическую форму, там лет там, 7-8, уже могут там, начинать, там, допустим, помогать по хозяйству. Это будет их, в общем-то, главная задача. Вот, а образование поскольку, то есть его не будет такого, что вы будете сидеть там 10 или 12 лет, ходить как дурак в школу, непонятно зачем, да, чтобы, это такая камера хранения для детей, я понимаю, да, конечно, в этом функция школы, безусловно, современно работает. То есть куда вы сдаете своего ребенка, он там некоторое время чем-то занят, а вы в это время можете заниматься чем-то своим. Вот. Но, тем не менее, вот этого ничего не будет. Да, конечно, камеры хранения для детей будут. Вот, они сейчас уже есть частные разные, особенно дошкольные, да, то есть вот в смысле дошкольных у нас в Киеве, по крайней мере, было прекрасно, то есть был большой выбор, куда деть ребенка, чем его занять, там перед ним плясали, там скакали, устраивали всякие задачи, там чему-то учили, песенки пели там и так далее, то есть этого можно было найти выше крыши, это прекрасно на самом деле, да, что это все есть, вот это все и будет. Вот. Плюс к этому добавится уже то, что называется, когда вы подумаете, что ребенка все-таки неплохо бы как-то чему-то его научить для будущей жизни. Да, и вот здесь, собственно говоря, и появляется этот бизнес, о котором я сегодня хочу сказать. Дело в том, что вот смотря сейчас, вот ребенок у меня в младшие классы ходит, смотря на это все, я вижу четко, и имея сам опыт, да, так сказать, и опыт других людей, конечно же, вот, я четко вижу одну простую вещь, что у этого вот всего, что называется образованием, отсутствует какая бы то ни была стержень общий, да, то есть у него нет вообще никакой цели, никакой задачи, оно существует само по себе в вакууме. Я очень хорошо помню свое состояние, когда я закончил 10 классов, вот получил этот аттестат, и у меня такое, как в космос, то есть вот попал куда-то в пустоту. А вот что теперь, да? То есть, то есть понятно, чем я занимался все эти 10 лет. То есть у меня был график жизненный очень четкий и понятный. Утром встал, пошел в школу, значит, там до обеда сидишь. Значит, после обеда там приходишь домой, в смысле, приходишь домой, там то да сё, там игры, там с друзьями, домашняя, значит, работа, 21:30, значит, кино после программы «Время» и спать. Вот. А здесь куда дальше? В школе даже не объяснили, например, такой простой вещи, что если ты пойдешь учиться дальше в вуз, да, но, собственно говоря, стратегия для человека, из условно среднего класса, значит, Советского Союза, если, можно говорить о среднем классе Советского Союза, вот, была такая, что ты должен, конечно же, поступить в вуз куда-то, да, то есть, как все приличные люди. Вот если ты считаешь себя приличным человеком, если у тебя приличная семья, то, конечно же, ты пойдешь в вуз. Вот. Но никто даже не объяснил, например, что в ВУЗе занятия организованы не так, как в школе, да, что там есть лекции, там есть семинары, там есть еще что-то. То есть, ты, когда попадаешь в ВУЗ, ты первые полгода тратишь тупо на въезжание во всю эту вузовскую систему, которая совсем не такая, как школьная. Вот. Ну и прочие, куча таких моментов. Вот. И опять же, выбор свой вот этого вуза ты делаешь, абсолютно случайно. Вот у меня был простой вариант, то есть либо меня заберут в армию и убьют в Афгане, вот, а тогда как раз шел, массовый вот этот вот весь набор, вот, и уже гробики массово тоже шли, значит, из Афганистана, вот. И либо я куда-то, значит, так пристроюсь, чтобы меня не забрали. Ну и лучшим вариантом для этого было военное училище, да, в котором, собственно говоря, вот мы и жили там. Вот это было удобно со всех точек зрения. Вот, я туда и пошел. Да, а почему бы и нет? Все равно я получил то же самое высшее техническое образование, которое бы я получил, допустим, в Киевском политехническом институте. Вот, и даже лучше качеством, как ни странно. То есть, потому что военное преподавание, как бы даже базовых дисциплин, оно оказалось лучше,
чем то, что преподавали гражданским. Может быть, по той простой причине, что курсанты, в отличие от студентов, они живут прямо, так сказать, там, где учатся, вот как в Хогвартсе, да, вот они там учатся и там же и живут. Вот, у них нет там Бухалова, вот этого всего, значит, всей этой безумной студенческой жизни, она отсутствует как класс. Вот. Тебя принуждают, так сказать, к занятиям, то есть ты все равно вынужден там учиться именно вот после уже занятий, то есть вся эта самоподготовка, так называемая, все эти домашние работы, ты все равно их делаешь, потому что все равно там, ну, больше ничего там такого нет, то есть вот, поэтому так или иначе лучше учишься, если тебя учат, конечно. Вот. Но речь не в этом, а вот в том, что это довольно случайная такая, на самом деле, процедура. Вот. Многие идут по стопам, значит, родителей, но опять-таки, как я, да, тоже по стопам родителей. Вот там папа был такой-то, мама такой-то, ну и сын, значит, и там, или дочь пошли туда. Опять-таки это связано, это нормально, это как бы этого не избежать, и нельзя сказать, что это плохо. Вот. Это как бы разумный выбор в отсутствии понимания того, вообще говоря, чем заниматься в жизни. То есть, если у вас этого понимания нет, да, к какому-то моменту, то в вашей жизни, то вы неизбежно, значит, сделаете вот такой выбор, а не пойти ли мне туда, где все мои родственники пасутся. И это как бы нормально, логично, и потому что вам помогут, и это так или иначе все эти профессиональные как бы касты существуют, вот, и ничего, опять-таки, плохого, такого категорически плохого в этом нет, вот, у них там есть свои кодексы, между прочим, хорошего поведения, так сказать, своеобразные, внутренние, вот о которых я, по-моему, говорил, там, что касается военных, потому что к тому моменту уже военные были кастой в Советском Союзе, вот, то есть так или иначе это все работало, но при этом с точки зрения как бы общества, да, то есть с точки зрения его развития, с точки зрения того, что мы совершенствовали те или иные направления там, где есть действительно на них спрос, это, конечно, не очень хорошо, потому что выбора у вас не было, вот, поскольку вы о нем не думали, да, то есть вы о нем не думали, ничто не заставляло вас о нем думать. Вот. Почему? Потому что ваше образование было сугубо начетническим, да, то есть вот вам начали учить таблицу нахрена, начали учить вас читать, писать, нахрена, начали вам рассказывать какие-то, значит, байки там про историю, опять-таки, нафига это все, то есть как это все увязано вообще с вашей жизнью, да, то есть о чем я говорю, что вот если бы я строил такой бизнес, я бы его строил на, собственно говоря, стратегии вашей жизни. Да? То есть откуда она возьмется? Она возьмется от простых биологических совершенно факторов, от которых вам никуда в вашей жизни не деться. А именно то, что вы родились, были ребенком, ну вот, потом вам предстоит, очевидно, жениться. Ну, может быть, и нет, это не важно уже, да, то есть какое-то время проводить там в поисках там, партнера, друзей там, и так далее. Потом, что называется, устаканиться в этой жизни. Потом вы постареете и умрете. Вот, собственно говоря, вот будете еще долго и мучительно болеть перед тем, как умрете. Вот, собственно говоря, вот это то, что должно быть рассказано ребенку в 1 классе. Вот, и сказано, чувак, вот так будет выглядеть твоя жизнь. То есть ничего этого, кстати говоря, и близко детям на самом деле не говорят. Ну, там уже, может быть, они там думают, что они щадят их чувства там, и так далее, но на самом деле нет, да, потому что так, просто так не строится. Любые чувства можно, то есть любую информацию можно преподать так, что вы как бы человека не расстроите. Вот, а наоборот, заинтересуете, да, в чем-то. Но вот то, что у вас есть определенные, ну, скажем так, этапы, да, это не, конечно же, но так или иначе, биологические, даже биологические этапы вашей жизни, человек узнает слишком поздно. Да, то есть он видит, конечно, это все в окружающей жизни, видит там своих старших братьев, которые там женятся, выходят замуж, например, у них рождаются дети там, и так далее. Вот это все, конечно, для него есть, но никто не говорит ему, что этот чувак, это твое, это ты тоже с этим неизбежно столкнешься. И поэтому все, чем мы будем здесь заниматься, это будет как бы попытка дать тебе инструменты, которые тебе помогут в этом во всем, да. То есть, и, кстати говоря, будучи, так сказать, проксиологами, мы же должны понимать еще одну такую простую вещь, что такой подход решает вот эту вот идиотскую проблему, так называемую, смысла жизни. Да, в чем смысл жизни? Спрашивает нас сферический в вакууме, так сказать, философ. Вот. Ну, я в данном случае ничего против философии не имею, я говорю, что просто таких философов много, вот, к сожалению, да, и во многом как бы вот философия представляет собой сферические в вакууме рассуждения, непонятно о чем. Вот. Вопрос смысла не имеет на самом деле, потому что, опять-таки, праксиологический вопрос, а для кого?
В чем смысл жизни, для кого, кто спрашивает? Для тебя конкретно спрашивающего это одно, для меня это другое, а для дяди Васи там это третье. Вот. Потому что скорее надо говорить не в чем смысл именно жизни, его нет универсального, да, то есть смысла жизни нет одного для всех, да, он для каждого свой, а в том, как его найти, этот смысл жизни свой, личный, персональный. Вот. И для начала надо понять, в чем будет состоять твоя жизнь, хотя бы на вот этом простом биологическом уровне, да, что вот ты родился, ты беспомощный, потом некоторое время тебя твоя семья, значит, учит, потом тебя могут еще нанять каких-то внешних учителей, либо дать в школу, там, либо еще что-то такое, где тебя должны учить определенным как бы, вещам для того, чтобы ты нашел этот свой смысл жизни конкретный для себя, исходя именно из того, что тебе придется в этой жизни делать. А тебе придется работать, да, то есть для того, чтобы существовать, когда ты отделишься от родителей, да, то есть я тут пропустил важный этап, да, то есть когда я говорю, что ты будешь там тусоваться, искать там себе партнеров и так далее, это означает, что ты отделишься уже в это время от родителей, ты будешь жить отдельно от них. Вот, и вся твоя последующая жизнь будет происходить отдельно от родителей, да, то есть тебе нужно будет зарабатывать на жизнь самому. Вот ни хрена вот этого ничего в современной школе нет, вообще как класс, оно отсутствует. Ну, вот, дает какие-то непонятные сведения, значит, из жизни там окружающей среды, вот. А вот этих вот базовых вещей, на которые должны нанизываться эти сведения, их просто нет. Вот. То есть тебе придется работать. Более того, тебе придется работать таким образом, чтобы ты не просто мог зарабатывать на свои текущие потребности, да, а и суметь отложить деньги, да, или иметь какие-то средства уже, значит, когда ты будешь болеть, вот, когда ты будешь умирать, последние свои там годы, вот, у тебя должны быть деньги на то, чтобы ты умер как можно более легче и безболезненно. Вот. И мало того, ты должен еще что-то оставить, так сказать, ну, если так уже говорить о смысле жизни, должен что-то еще желательно оставить после себя, такое вот тщеславие, оно, конечно же, ну, это хорошее в смысле тщеславие, оно должно греть нашу жизнь, двигать ее вперед, вот, и в этом, собственно говоря, и есть ее смысл конкретно для тебя, то есть найти то, что ты можешь оставить другим, вот, при этом не отягощая их, то есть работая так, чтобы у тебя были средства тогда для жизни и лечения своих болячек тогда, когда ты станешь беспомощным. То есть это все должно входить как бы в план, да, в определенный план нашей жизни, там, условно говоря, мы должны его понимать. Понятно, что это не значит, что ты должен жить именно так. Нет, ты можешь бухать там с детства, там, не знаю, там, колоться, там, не знаю, там, live fast, die young, там, вот это секс, drugs and rock'n'roll, то есть это все не отрицает, ради бога, вперед, да, то есть это не значит, что кто-то кому-то запрещает, и даже говорит, что это плохо, там, а вот это хорошо. Нет, просто говорим, что если ты живешь и хочешь получить от жизни как бы максимум удовольствия, то есть найдя этот свой смысл, вот, то вот тебе, значит, вот у тебя ждут определенный этап. Да, ты можешь умереть молодым, вот, а можешь и нет, а можешь умереть уже старым. Но ты должен быть готов к этому, да, то есть ты должен быть готов, что тебя это ждет, то есть ты должен понимать вот эти вот все этапы и, соответственно, получить определенные, здесь мы подходим к следующему этапу, навыки и знания. То есть знания, то есть это базовые некие представления о мире, да, вот, с помощью которых ты можешь определять, какие навыки тебе будут нужны. Вот это тоже концептуальная вещь, которая отсутствует. Деление на две этих категории, скажем так, оно полностью отсутствует в современном образовании, да, то есть нет базовых, скажем так, понятия базовых знаний, да, и нет как бы понятия навыков, то есть skills вот эти вот ты можешь уже приобретать в течение всей последующей жизни, но желательно навыки для распознания этих skills получить уже в раннем возрасте, чем раньше ты их получишь, тем лучше. Вот, то есть идеальное состояние является состояние человека, который достаточно знает для того, чтобы понять, чего он не знает, какие навыки, да, ему нужны. Вот это идеальное как бы состояние. Вот, то есть когда вы не знаете, чего вы не знаете, это, конечно, катастрофа. То есть это в этом смысле, это состояние, в котором, к сожалению, мы пребываем значительную часть своей жизни. Но если вы заметили, что бывает и такое-то там, где вы действительно подготовлены и компетентны, что вы знаете, чего вы не знаете, да, что вот я могу, например, перечислить, чего я не знаю, там, в смысле, там, либертарианства, там, или там австрийской школы, и в целом экономики, да, и в целом там, социальных наук.
Вот. Почему? Потому что я давно этим занимаюсь и как бы вот уже вижу, чего я не знаю. Да? Так вот, ну, нужны базовые инструменты для того, чтобы прийти к этому состоянию, потому что понятно, что всего знать невозможно. Вот, всего знать невозможно, но вы должны знать, что вы вот этого не знаете, и, следовательно, это дает вам как бы инструмент для вот того, о чем они говорят, что человек учится всю жизнь. Да? Вот. Но я считаю, что как бы желательно иметь вот эти вот знания как бы как можно раньше, а вот то, что он учится всю жизнь, это действительно так, он должен учиться именно skills. Вот он должен понимать, какие skills ему нужны, и, соответственно, вот вам онлайн-курсы, вот вам еще что-то такое, и вот эти skills потихоньку, значит, приобретать, оттачивать и так далее в течение всей своей жизни. Вот. И в целом, ну, если бы я формулировал как бы задачу, да, такой школы, то есть вопрос, на который она должна ответить учащемуся, да, который, собственно говоря, пришел туда и платит деньги, ну, вот, это вопрос такой, как прожить жизнь достойно, да, или мы говорили там, как, и это то же самое, другими словами, это про смысл жизни, но смысл жизни, опять-таки, еще раз говорю, он выглядит как смысл для всех, вот, а для каждого, точнее, один и тот же смысл, да, но, как мы сказали, такого не бывает. Как прожить жизнь достойно, это уже как бы более как бы такая персонифицированная штука, вот, но, тем не менее, которая имеет, значит, универсальные некоторые вещи, которым, собственно говоря, и можно учить. Вот так, как мы привыкли, то есть дети в классе, вот им что-то там толдычат. То есть им всем можно толдычить только то, что касается каждого из них, и, то есть то, что является универсальным. Да, вот эти вот штуки универсальные, и можно преподавать вот в таком вот виде. Вот, то есть... Что здесь у нас уже вырисовывается? Да? То есть, прежде всего, и главное, чему их нужно учить, вот, это учить думать. Первая и главная как бы дисциплина, начиная с первого, что называется, вот представим, что у нас школа, вот в классическом ее виде, да, то есть вот с первого класса мы начинаем учить детей этих маленьких думать, и это является задачей, которая проходит через все предметы, которые, так сказать, они изучают. Представим, что у нас вот эта старая структура предметов, то есть я, опять-таки, я здесь не специалист, я смотрю сугубо с точки зрения как бы рынка, да, то есть чему, ну, с точки зрения потребителя, условно говоря, та школа, в которой бы я хотел учиться, да, и в которой бы хотел учиться, чтобы учились мои дети. Вот. То есть вот даже, потому что я думаю, что школа может быть и структурной другой, и может и не быть этих предметов, но это, опять-таки, это лучше меня знают люди, кто этим занимается. Я вижу вот это так, ну и в рамках, собственно говоря, вот этого всего пока пытаюсь рассуждать. Вот, то есть вот есть какие-то предметы, через которые все там сколько-то лет образования проходит один из главных, опять-таки, целей, да, это научить думать. То есть мы здесь, соответственно, изучаем критическое мышление, мы изучаем здесь логику, мы изучаем здесь философию, мы изучаем здесь различные прикладные методы, вот, которые там стимулируют наш мозг. Вот, мы учимся, значит, как правильно им пользоваться, тоже различным прикладным штукам, которые как раз меняются со временем, там, совершенствуются и так далее, и не есть нечто застывшее, в отличие, допустим, там, от там, науки познания, да, там, и так далее, которая вещь достаточно неизменная, там, логика и тому подобное, вот, которая не меняется. А вот это уже, скорее, такие технологические вещи, но они тоже должны вот обязательно быть. Вот. То есть мы должны дать вот этот базовый инструмент, который является основным в умении понимать, чего тебе еще не хватает, чего ты еще не знаешь. Да? Вот. То есть это главное здесь. Да? Дальше мы должны понимать мир физический, в котором мы живем, потому что мы в нем будем жить как бы и всю остальную жизнь. И сюда у нас идут такие предметы, как математика, физика, химия, география, там, астрономия с биологией. То есть все это есть в рамках понимания того, вот с чем тебе придется иметь дело всю оставшуюся жизнь. Да? И мы тебе даем здесь самые базовые знания. Базовые знания для того, чтобы ты просто не пугался, там, когда гром начнет греметь и так далее. То есть вот эти вот вещи. Вот. И, конечно же, понимать мир социальный, чего опять-таки в современной школе отсутствует, либо присутствует в виде каких-то спазматических там курсов, там предметов каких-то, которые случайно появляются, случайно исчезают. Вот. А это опять-таки должна быть система, и это главное на самом деле. То есть сюда же, ну,
под этим соусом у нас идет умение банальное писать и читать, потому что это социальный навык. Он необходим, то есть он идет не просто вот почему-то тебя учат вот этим буквам, почему-то тебя учат этим словам, почему-то тебя учат этой сраной грамматике, там, вот, которые вообще и так далее. Когда тебе, то есть ты не понимаешь, зачем это надо. Тебе должны с самого начала говорить, что все это надо для того, чтобы ты мог взаимодействовать с другими людьми. Вот, потому что ты должен прожить, значит, вот свою жизнь самым, что ни на есть, значит, достойным образом, да, и для этого тебе придется иметь дело с другими людьми все это время. Вот, и для коммуникации с ними ты должен уметь читать, писать и так далее. Сюда же идут там различные социальные навыки, включая этикет, да, этика, эстетика, понятно, этика как базовая дисциплина здесь. Вот, эстетика может быть и прикладной, но она тоже необходима, потому что эстетические все эти штуки, они работают как бы сказали, там разные шаманы на тонком уровне, да. Вот. Но я не знаю, можно ли этот тонкий уровень найти, но я в него верю. Я, как бы ощущаю на себе, что это действительно что-то существует. Я тут рассказывал уже, по-моему, про всю эту архитектуру, которая меня, значит, страшно мучила в свое время, вот, которая действительно вот, на психику плохо влияет. Разные такие нехорошие вещи, поэтому эстетические навыки тоже необходимы, это тоже должен быть как бы определенный, предмет, не предмет, неважно, или это должно присутствовать во всех предметах и так далее, то есть все это нужно, да, в том числе, конечно же, психология. То есть мы должны уметь понимать других, понимать, что у людей есть определенные закономерности в их формировании своего поведения, потому что психология – это внутри, да, а праксиология – это снаружи, это общественное. Вот. Мы должны понимать и одно, и другое. Вот. То, что как формируются реакции, как формируются все эти штуки внутри нас. То есть мы тоже должны знать. Опять-таки сексология, вот, отношения между полами – это обязательно, потому что, я помню очень хорошо, так сказать, что нас этому ничему не учили, и представление о том, что там, где у девочек расположено, это, извините меня, да даже и у мальчиков, понимаете, что там у тебя и как оно работает и почему. Вот. Это, конечно, был кошмар. То есть это все потом приходилось там, при том, что, да, мне скажут, вот у нас там порнухи полно. Не, порнуха этому ничему не учит. То есть это, она наоборот как бы искажает представление о реальности очень сильно. Вот, и создает завышенные ожидания, как минимум. Вот. То есть вот это все, это необходимо для того, чтобы люди, просто люди понимали друг друга, да, что вот эта девочка, у нее по-другому работает там гормональная система, и даже на этом уровне она от тебя отличается, если ты думаешь, что, это прекрасно, вот, например, моменты, вот помните в «Гарри Поттере», когда там, уже не помню в какой серии, вот этот бал был, значит, вместе с этой французской школой. Вот, и когда Рон чисто по-мужски, значит, им надо было там найти партнера. Вот. Это чисто мужская реакция, кстати говоря, нормальная, когда он к Гермионе подошел и говорит: о, Гермиона, ты что же девочка? Значит, давай я тебя приглашу. И там была жуткая обида, вот эта Гермиона обиделась, значит, все вот это вот. Вот это как раз разница вот этих вот, значит, психологий, да, вот, мужской и женской, значит, если бы его учили этому в Хогвартсе, он бы так не поступил, да, этой ссоры бы просто не было бы, потому что он знал, что этого ни в коем случае говорить нельзя. Хотя для него это нормально, то есть как для парня, да, то есть он воспринимал, значит, Гермиону, как друга, вот. И как парню, да, это вполне нормально, что там, типа, если бы надо было пригласить рыжих, да, то он бы сказал: вот, ты тоже рыжий, значит, вот, нормально, пойдем. Вот. То есть вот эти вот все штуки, их надо изучать, потому что потом в жизни люди с этим сталкиваются, значит, это создает им массу проблем. Вот. Но опять-таки мы говорим о том, как прожить жизнь достойно. Это означает, что мы должны учиться тому, как сосредотачиваться на главных вещах. А это вещи, скажем так, технические, да. То есть мы можем найти знания, которые позволят нам не тратить время на решение этих проблем. Вот. Потому что эти проблемы, да, они важны и так далее, но они решаемы. Нам надо как бы решать, но мы должны тратить свою энергию на решение более важных как бы задач, если мы говорим о том, что наша цель – это найти способ, как прожить свою собственную жизнь достойно. Да? То есть мы должны таким образом вот это вот все быть готовым к тому, что будут другие люди. То есть мы должны понимать, что наше богатство происходит
от того, как мы приносим, насколько мы приносим пользу другим людям. Кстати говоря, вот эти штуки, опять-таки, никто в школе не говорит, никакого следа этого, даже близко нет. Я помню, уже будучи, скажем так, довольно активным человеком в плане политики, я как-то, и прочитав уже, значит, ну, много книг, там много думав над этим, там, статей и так далее, даже уже когда писал какие-то там статьи, посмотрел, я еще тогда любил, значит, кино, и смотрел там регулярно разные фильмы, вот, такой американский режиссер, Малик, по-моему, фамилия, да, а фильм назывался, дай бог памяти, «Правила винодела», вот вспомнил, да. И там был такой момент, значит, там про мальчика, который, значит, по-моему, он сирота, вот он там, значит, при клинике живет какой-то, я уже не помню там всех нюансов, и его наставник, это доктор, который, значит, морфинист. Вот. И однажды доктор, значит, наевшись там, нанюхавшись этого морфия, он, значит, он умирает, да, и перед смертью он говорит этому парню слова, которые меня просто потрясли. Они простые, примитивные, но нигде, ни в какой вот этой вот литературе вы этого не найдете. Вот этому вот я просто хочу сказать, о чем должна толдычить школа, вот это вот там на каждом уроке, да, или там, не знаю, или там раз в неделю, там, неважно, с какой периодичностью. Вот. Когда он этому парню, который сирота, которому он прекрасно понимает, что ему некуда будет, ну, как-то нужно будет строить свою жизнь, он ему дает правила, собственно говоря, вот этой жизни. Он ему говорит, ты должен быть полезным другим людям. Все, ребята, вот все, вот это просто гениальная на самом деле вещь, которую я когда ее услышал, я аж подпрыгнул, потому что вот она формула, понимаете? Вот этим вот штукам и нужно учить людей. И вот я со своими там вот это политическими разными фигнями, программами, там конституциями, хренями, а этого там нигде нет. А это главное. Эта формула универсальная. Ты должен быть полезным другим людям. Вот эта формула для жизни, это стратегия. Да? Уже вопрос, чем ты будешь полезен, как ты будешь полезен, каким людям, там, что ты с этого получишь, да, насколько ты хочешь быть полезным, именно работать для других людей, а насколько ты хочешь для себя, там, самореализация и так далее, это уже другой вопрос, да. Хочешь ты быть капиталистом, то есть тупо зарабатывать деньги, это один путь, хочешь ты быть художником, там, тролливали, там, нищим, бедным и так далее, это другой путь, но и тот, и другой, это тоже, это все равно о том, как быть полезным другим людям. Вот, то есть это вот это все должно говориться, проговариваться постоянно, 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 чтобы дети, там, которые учатся в этой школе, чтобы они понимали, зачем они здесь находятся, чем они занимаются, что их ждет, так сказать, в будущем, что их ждет и даже в плане преподавания каких-то определенных предметов, что вот мы сейчас учим это, а мы сейчас потом будем учить вот это, и вот это, и вот это. В итоге мы вам дадим вот там определенные инструменты, определенные навыки и так далее. Вот. А сюда же входит у нас, конечно же, физическая, военная подготовка, самооборона. То есть нужно учить детей драться, нужно учить детей постоять за себя, нужно учить их постоять за свое сообщество, за свою страну и так далее. То есть все это необходимо, но не в рамках дебильной патриотической, значит, патриотичного выхования вот этого вот, которое сейчас будет у нас вместо физики, значит, и этого, и математики, да, то есть физика и математика значительно важнее, чем вот ту хрень, которую они сейчас из Министерства образования, значит, спустят. Вот. В рамках того, что вот это твои друзья, это твои соседи, это твои родственники, ты должен уметь их защищать, это твоя страна. Ну вот, пожалуйста, пойдем в тир, значит, будем там стрелять, будем бегать, будем там нормы ГТО сдавать и так далее. То есть все это должно быть привязано четко к тому, что тебя ждет в жизни. Что может быть война, может быть Путин, может быть хуйло, может быть там непонятно Байден, там непонятно кто, вот, которая может, значит, напасть, оно все реально, оно все существует пока что, к сожалению. Вот к этому нужно быть готовым, а для этого вот мы делаем вот это, вот это, вот это и вот это. Ну вот, потому что сегодня все это существует, опять-таки, как отдельные сферические кони в вакууме. Вот, когда ребенок, нам сказали там прийти в вышиванке, а завтра мы будем спевати песни, там, якісь там, вот еще что-то такое. То есть это никак не связано вообще ни с его жизнью, ни с родственниками, ни с этими, ни с его перспективами в будущем, там, никак вообще, все мимо. Вот. Ну и, конечно же, вопрос, как мы говорили, как достойно прожить жизнь, да, то есть, собственно говоря, пытаться ответить на вопрос, что такое достойно.
То есть мы говорили, что этика у нас присутствует. Сюда же у нас идет и история, допустим, с литературы. То есть они зачем нам нужны? Для того, чтобы увидеть вот эти вот моральные примеры, либо их отсутствие. Да, то есть история у нас идет скорее как иллюстрация, значит, полной аморальности, значит, всех этих правителей и прочих дегенератов. С другой стороны, доблести людей там, где она есть. Вот. Литература тоже как жизненные уроки, как жизненные примеры, как фантазии, как построение каких-то миров, там, стратегий ошибочных или не ошибочных и так далее. Вот это вот все у нас идет в ответ достойно. Вот. То есть, понимая, что есть экономика, да, понимая, что человек должен работать, ему придется работать довольно долго в своей жизни и быть полезным другим людям, да, то есть и понимая, что такое, какие примеры есть достойного, вот, понимая, что он умрет обязательно, понимая, что желательно он бы хотел бы, скорее всего, да, то есть, может быть, и нет, но, скорее всего, он захочет, будет стремиться к тому, чтобы оставить какой-то след в этой жизни для других людей. Вот таким образом мы и получаем набор тех предметов, тех концепций, знаний и навыков, которые и формируют у нас, собственно говоря, структуру того, что мы называем вот образованием. Вот. Ну и, конечно же, школа должна давать персональный менеджмент. Вот. Это тоже вещь необходимая, потому что вот этими навыками правильной организации собственного труда, собственной жизни там, и так далее, мы начинаем почему-то учиться уже в зрелом возрасте. Когда у нас там бизнес, когда у нас там встречи там, и так далее, когда нам всего не хватает, вот как нам с этим поступить, да, вот, и начинается чтение там книжек разных, там, вот, смотрение разных курсов, то есть это все должно идти еще со школы. Вот. То есть как нам организовать свою работу, как нам организовать исследование, если мы хотим что-то найти, да, вот все эти правила чек-листа там и так далее, и так далее. То есть все эти, то, что называется бизнес-литературой сейчас, все оно должно преподаваться в школе. Понятно, что опять-таки это в серии навыки, да, вот, но это навык, но он как бы необходимый и для других навыков. То есть если вы обладаете, если вы умеете рационально организовывать свое время, если вы умеете планировать как бы свою деятельность и ставить себе задачи и неуклонно как бы стремиться к их исполнению, то вам значительно легче будет как бы делать и все остальное. И этому надо учить именно вот то, что называется с детства. Ну вот. А у нас, как правило, спохватываются уже под сороковник, да, потому что в молодости оно все прокатывает на драйве, на энергии, как бы, и на том, что ты там можешь там не спать неделю, к примеру, да, и что-то делать. Вот. Потом уже нет, да, потом уже надо искать под это какую-то научную, значит, основу, вот, и пытаться каким-то другим вот образом вот упорядочить, чтобы оно давало тебе результат какой-то все-таки в итоге. Вот. Если ты об этом, если бы меня этому, например, учили в школе, то, я не знаю, может быть, мы бы уже жили при коммунизме, да, вернее, при либертарианстве, понимаете, или там других людей. Вот, потому что я теперь понимаю, ну, сколь многого, допустим, вот, мне не хватает, да, и я знаю, что мне бы хватало бы, если бы, да кабы, да, если бы это было другое образование, если бы это были как бы те навыки, которые нам нужны, вот, действительно, если бы это были действительно те знания, главное, те подходы, которые нам нужны. Мы можем даже из этих же предметов, которые есть сегодня в школе, просто переформатировав их и нанизав как бусы на определенный как бы стержень, да, сформировать совсем другую систему образования с другими совсем результатами, ну, вот, с другими навыками, не меняя содержание этих предметов практически ничего. Ну, кроме там, значит, оценок, например, каких-нибудь вещей там в истории, например, да, или в литературе. Вот. Ну и введя несколько новых предметов, таких как там прексиология, экономика или как угодно ее там называть. И последний момент, который очень важен, что такая школа должна всегда, конечно же, иметь такой способ обучения, как делать своими руками. Игры различные, симуляции, где, значит, дети должны, что называется, на своей шкуре там почувствовать некоторые моменты, вот, и делание чего-то своими руками это обязательно. Потому что то, чего лишены наши дети и, видимо, и несколько поколений перед ними, это понимание того, откуда берутся вещи.
То есть они у них, огурцы у них растут в магазине, значит, и все остальное. То есть они этого ничего не знают, знать не хотят, и это никак, опять-таки, не привязывается к пониманию. То есть зачем нам нужно, например, вот в школе есть теплица, например, да, вот они там, значит, ходят, что-то там смотрят на эти огурцы, там сажают эту рассаду и так далее, еще что-то делают. Вот. Но если это не связано с общим пониманием праксиологии, вот, это все пустые знания. Но это знания могут быть чисто, если вам понадобится самому высадить эти, значит, огурцы, и вот вы вспомнили, что когда-то вам там показывали в этой теплице, там, и то вы полезете в интернет, скорее всего, и там посмотрите, потому что то, что вы видели в школе, вы уже давно забыли. А вот когда это встроено в понимание того, что огурцы – это там, это еда, вот это конечное, значит, что это продукт потребления, а вот есть здесь еще у нас удобрения, вот есть здесь у нас еще дядя, который, значит, это все лопатой, там, значит, а вот еще надо сорняки, а вот еще земля и так далее, что все это занимает время. Вот, и это есть процесс, эти огурцы куда-то должны быть отгружены, отправлены, только потом нарезаны там, и так далее, поданы на стол, то тогда это совсем другое знание, да, и тогда это совсем другой опыт. А если вы еще как бы руками своими делаете еще, значит, вещи тоже из этой же хотя бы простой сельскохозяйственной цепочки производства, вот, то и понимаете, сколько времени это занимает, да, то есть потому что время, капитал, вот, и вам рано или поздно становится понятно, что капитал – это тоже такая форма времени своего рода, да, чем общество богаче, тем больше там накоплено времени в нем, вот. И так далее, когда вы это на своей шкуре, что называется, понимаете, вам не придет в голову потом устраивать государство, там, налоги и прочую срань, потому что вы знаете, откуда это берется, и что это все есть очень сложное, и вам тогда легче будет понять, значительно легче, чем вот этим детям, вот этому поколению, уже многим поколениям на самом деле, вот эту идею, которая высказана в книге «Я карандаш», которая, ну, как бы классика в этом смысле, которой надо обращаться как к Библии. Вот, периодически. Вот они же устраивают там чтение Библии, да, вот она маленькая, там совсем, там, не помню, сколько там страниц, но тем не менее. Вот к ней надо все время возвращаться, потому что она показывает, просто демонстрирует, причем таким коротким распахом окна. Вот представьте, что у вас огромный мир за окном, вы живете где-то в каком-то таком месте, на какой-то огромной такой горе, и вот открыв окно, вы увидите перед собой там и океан, там, и лес, там, и каких-то птиц, и зверей, и какие-то там дорожки каких-то муравьев, там, и людей каких-то и так далее. Вот эта книга, она примерно как вот если вы распахнули это окно, быстро выгнули и обратно, значит, голову засунули. То есть вы не рассматривали там на самом деле ничего подробно, да, но вы просто вот офигели от разнообразия вот этого всего, взаимосвязанных всех этих элементов. Вот, то есть и для человека, который вот это все делал руками, для него эта книга не будет откровением. Ну вот, да, а он просто сказал: о, класс, да, вот это вот то, что я видел, то, что я, значит, знаю, то, что я прочувствовал, вот, но это не будет каким-то откровением, потому что все это было в его непосредственной деятельности, он на шкуре это почувствовал, вот, что вот этот карандаш, если он один захочет сделать карандаш, ему придется делать его всю жизнь. Потому что, ну вот, потому что, да, в книжке написано. Почему? Что нужно много людей, что это много времени, и вот это будет вот так. А, соответственно, когда какой-то козел там начнет что-то регулировать в этой карандашной отрасли, этот человек будет прекрасно понимать последствия этого регулирования, вот, что ничего хорошего от этого, что будет просто, ну, или меньше карандашей, или они будут дороже, или они будут хуже качества, но последствия будут плохие. Либо все сразу эти последствия наступят, но они будут плохие. Вот. И что вся регуляция вот этой всей сложной жизни, она изнутри происходит. Это саморегулируемая система, которая сама себя регулирует, прежде всего за счет цен. Вот. И не надо вот это вот туда лезть, значит, с вашими грязными, значит, тупыми ручками, вот, и так далее. То есть это будет, ну, буквально в крови у этих людей. То есть им не надо будет там читать Мизеса и прочее, чтобы понять это все, потому что они это все почувствуют. Да? Либо, когда они будут читать этого Мизеса, они будут понимать, о чем идет речь. Вот. А не вот эта вот революция целая в голове каждый раз, значит, у этих людей, которые читают Мизеса, а потом в себя прийти не могут несколько лет, потому что у них мир изменился, они его пытаются обратно все время поставить, значит, потому что вот в школе, значит, там толдычили, вот, а тут пришел Мизес и убедительно сказал, что это все была фигня. И вот у них, значит, вот это вот происходит, да, но вот этого не будет. Вот этих всех проблем не будет только потому, что руцами
значит, будем делать вот эти вот все вещи сами, да, сами, так, чтобы было понятно, откуда оно что берется, сколько времени оно занимает, вот, и что оно друг без друга существовать не может. И оно не может существовать без вас всех, да, которые вот это все делают, обмениваются этим всем. Вот. То есть половина, я думаю, вот этих всех занятий, она должна быть вот именно такого практического свойства, но при этом тесно связанного, то есть когда детям должны объяснять, что сейчас происходит, как это связано с тем, что происходит у них в классе, да, то есть чему их учат, собственно говоря, на вот этих предметах. Потому что я вот сейчас вот этого ничего не вижу вообще. То есть одно оторвано от другого. У них есть там какие-то практические там чего-то, вот, где это, откуда, куда это воткнуть. И главное, зачем мне это будет надо потом, да, то есть это отсутствует вообще полностью. Полностью. Ну, понятно, почему, потому что как бы это же там другие задачи у этой школы. Ну вот, прежде всего, освоить бюджет, ну а все остальное уже как бы к нему потом уже там прилагается. Как освоить, как начальство удовлетворить. Ну, вот, сейчас вообще там, значит, смешное у нас же хотят одновременно вводить там, ну, не слово Божье, я уже забыл, какие-то там то ли христианская мораль этот предмет будет называть, то еще что-то такое. Вот одновременно с гендерными вот этими вот хренями, да, то есть одна половина начальства хочет вот этого, другая половина, значит, хочет вот этого, а у них там разные спонсоры в этом смысле, вот. И вот это вот все сразу же, значит, рядом в одной голове у них будет, в одну голову они будут это все впихивать, вот. То есть, но этого, конечно, быть не может, да. То есть в итоге, ну, как бы человек, выйдя из школы, он должен, ну, уже уметь планировать свою жизнь. У него не должно быть вопроса, куда пойти учиться, например, дальше, да. То есть он уже должен примерно представлять, чего он хочет. Ну вот, а у него должны быть инструменты для того, чтобы это выяснить, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть для него не должно быть вот этих вот скачков в прорубь, да, как были вот в моем поколении, там, после школы, когда ты вообще не понимаешь, что такое вуз, зачем вуз, а нафига это все, и как, и куда это все деть потом в своей жизни. Вот. То есть четкое понимание того, что его ждет, да, это неизбежных вещей, таких как старость, смерть, там, болезни, там, не знаю, дети, там, брак, ну, вот, работа, вот, и так далее. И как это все использовать для того, чтобы ты мог сказать, значит, умирая, что ты, значит, прожил свою жизнь достойно. Вот, и вот эти вот там домочадцы, которые вокруг тебя, значит, там собрались, там, и так далее, вот, тоже бы подтвердили, да, молодец, вот он замок построил, вот он там семья, или там усовершенствовал замок, который ему от родителей. Вообще, как бы идея строительства прекрасного замка, это вот, ну, как бы такая метафора, которая, ну, мне кажется, то есть это твое, да, это ты сделал сам, это ты сделал не только для себя, но и для потомков, там, и так далее. Она вот, ну, и это, ну, важно, опять-таки, самое главное, что это твое, да, и ты при этом никого не убил, не украл, то есть ты, именно поэтому он прекрасный, да, потому что если ты замок краденый там из краденных материалов, там, с привлечением рабского труда, то это уже ты темный властелин, то есть этот замок как бы назвать прекрасным нельзя никак. Вот, а вот именно прекрасный замок, вот он как метафора, значит, условно говоря, цели жизни, да, то есть он как бы вполне, ну, с моей точки зрения, канает, да, то есть это как бы нормальная такая рабочая метафора, с которой можно дальше идти по жизни, то есть понимая вот что, какие строительные материалы тебе нужны, да, то есть вот это вот все, о чем мы говорим, то есть как достойно как бы прожить свою жизнь, да, то есть вот с чем человек должен выходить из этой школы, то есть он должен понимать, куда ему идти, вот, он должен дальше, да, чем ему заниматься, вот, какую профессию ему выбрать, потому что он, с одной стороны, он должен понимать, что он неизбежно должен приносить пользу другим людям для того, чтобы жить, а с другой стороны он хочет и, понятно, значит, самореализоваться каким-то образом, да, и вот как совместить эти два, казалось бы, противоречивых вот намерения друг с другом, ему должно быть понятно вот по результатам вот обучения вот в этой школе. Вот, где ему, например, ну, должны объяснить, что это можно сделать по-разному, да, что как бы ты можешь ходить даже на эту работу, ну, понимая, что ты используешь эту работу только исключительно как источник как бы дохода, да. Вот. Но при этом ты можешь еще параллельно там что-то делать, там, то, что тебе нравится, к примеру. Ну, главное понять, что это существует, что эта проблема существует хотя бы, потому что об этом тоже никто не говорит.
да, об этом тоже никто не говорит. Вот, по-моему, там сейчас в старших классах есть там какие-то там выбор профессий, там чего-то там, а вот они пытаются это все, значит, делать, но это все без предыдущей подготовки, которую должна дать все это понимание, значит, там этики, значит, и прочего остального, и прочей проксиологии, вот, оно все будет мимо кассы, конечно, мимо кассы. Это будут сугубо формальные такие вещи, и все они пойдут учиться потом в налоговый университет, ну, вот, в итоге, потому что там, значит, вот там хорошие перспективы, значит, в плане пограбить, значит, и вот быть самым важным начальником, вот к чему оно в итоге приходит, да. Вот. А когда вас научат, ну, условно говоря, вы сможете работать потом в какой-то конторе, ну, где нет ничего, в которой нет ничего творческого, но вы сможете находить там что-то такое творческое для себя, вот это вот отличный результат образования будет тогда. Вот. Ну, либо наоборот, эти конторы исчезнут, да, как ненужные. Ну, может быть, такое, это тоже будет результатом этого образования, что просто как бы такого труда больше не будет, он будет по-другому организован, вот, не будет этой рутинности, там еще чего-то такого. Вот. Не будет этих всех там офисных там хомячков, да, которые вот непонятно зачем ходят на работу, там сидят, пялятся в компьютер, значит, чего-то там перекладывают какие-то бумажки, вот, ну и прочего, и прочего, и прочего, и прочего, да. И понятно, что знания, допустим, тоже проксиологии, экономики и понимание того, что вы должны это все встроить в свою жизнь, они вырабатывают у вас определенное политическое отношение, например, к тем же к фиатным деньгам, к той же пенсионной солидарной системе. То есть человек получил, ну, представим себе, что вдруг такое образование существует, вот, человек, получив такое образование, он, конечно же, не будет связываться с жульнической пенсионной системой. Он будет понимать, что ему надо самому сейчас откладывать себе на старость. Вот. Откладывать, и, соответственно, у него будет отношение к фиатным деньгам, как скажем так, не сколько как к активу, а как к пассиву, да, потому что ценность их теряется. Ну, вот. Он будет искать уже другие способы, вот, как сделать так, чтобы к старости у него были деньги, как сделать так, чтобы к старости у него был капитал, у него было где жить, у него было что есть там и так далее, и чтобы он еще при этом, еще раз говорю, прожил жизнь достойно, чтобы он что-то оставил другим людям, чтобы о нем кто-то помнил там и так далее, и так далее, и так далее. То есть отношение вот такого человека к политике, к политической практике современной будет всегда, ну, как минимум реальным, то есть негативным. Да, то есть он будет правильно это все оценивать, потому что он будет понимать последствия этих штук для своей жизненной стратегии. Вот что они мешают ему жить. Да, то есть вот если идти таким образом, понимать образование как подготовку к жизненной стратегии, то мы понимаем, что государство – это штука, которая мешает вам эту стратегию осуществлять по всем буквально пунктам. По всем. То есть оно везде лезет, оно везде сует свой нос, оно не дает вам там реализовывать те или иные вещи, вот, начиная от банального регулирования бизнеса и заканчивая такими сложными штуками, как фиатная денежная система. Вот. Ну вот, собственно говоря, все, что мне пришло в голову по этому поводу, пока что, да. Вот. Ну, просто в плане, что называется, подумать, может быть, кто-то услышит там, и его что-то там осенит, вот, и так далее. Но вот еще раз просто хочу вернуться к началу, что школа, образование имеет смысл тогда, когда оно нанизано на понимание того, что нас ждет в жизни, неизбежно. Вне зависимости от того, в какое время мы живем, вне зависимости от того, в какой стране мы живем. То есть универсальные человеческие вещи. Вот, что есть определенная жизнь, которая характеризуется неизбежно вот такими моментами, да, что вот ты должен жить, приносить пользу другим людям для того, чтобы ты работал. Чем больше ты ее приносишь, соответственно, тем больше ты получишь. Вот, то есть ты должен искать те сферы, где ты больше принесешь пользы, но при этом понимая, что они должны быть такими, которые тебе понравятся, потому что иначе ты недостойно проживешь свою жизнь, скорее всего, будешь недоволен своей жизнью. Ну, потому что ты горбатился, да, много заработал, но никакого кайфа ты от этого не получил. Вот, то есть, собственно говоря, нафига было тогда это все? Да, то есть вот это вот все находить, понимать, осознавать, балансировать потом, быть готовым находить skills, которые для этого нужны, вот это должен быть результат как бы школы. Вот все, на этом у меня все.
Да, вопрос школы и образования он очень интересный, он такой объемный. Этими вопросами занимается масса людей. Там, кому интересно, могут почитать там Владимира Спиваковского, например, который всю жизнь занимается образованием, и его школа «Грант», первый частный лицей в Украине, который до сих пор там успешно работает, и он там применяет разные интересные методы. Ну, можно вспомнить там кучу экспериментов других по образованию, там, например, американцы, когда, например, проводили эксперимент, по которому детей не учили математике в привычном смысле этого слова, там, до 6-го года обучения, а все проводилось в игровой форме, они должны были там научиться разделить на равные части что-то, дать сдачу, а уже математику начинали учить уже только после 6-го года, когда сформировалась общая представление о жизни. И они там за год наверстывали всю программу и опережали сверстников. Причем брали детей из бедных школ, ну, из бедных районов, там, где родители не могли встревать в процесс. Потому что если родители достаточно состоятельные, они обычно требуют от школы, чтобы она была такой, как они ее представляют. Хотя, с другой стороны, наверное, представление заказчика от школы, что он хочет получить, оно же тоже правильно. Если я плачу деньги, то я и хочу получить какой-то результат. Но это такая сложная схема. Ну и государство, которое занимается образованием, оно же каждый раз ставит свои задачи. И если там задача сформировать военных, там, как в нацистской Германии или в Советском Союзе, да, там все мальчики военные, девочки рожают детей, и мы их на это всех нацеливаем и растим, и воспитываем. Задача государственной школы – это в первую очередь пропаганда и внедрение государственных стандартов и взглядов на жизнь. Недаром же вся история – это история победителей, царей, правителей, а не история частного человека, маленького. Ну, даже презрительное слово «маленький человек». Ну, почему маленький? Каждый человек ценен, каждый человек вносит свой вклад. А тут мы исторически уже так сложилось, что в школе вот царь это да, там правитель это да, тиран да, и они только, в общем-то, двигают историю, а все остальные так мусор, расходный этот материал под ногами. А сейчас, например, в Европе, в Америке формирование стада розовых пони с толерантным представлением о жизни, которых можно гнать куда хочешь. Хочешь, загнал их в гетто, хочешь, загнал их в карантин. И никто тебе ничего не скажет, потому что так положено. Ну и есть определенные успехи, кстати. То есть те, кто планирует надолго, они свою тактику и стратегию, в принципе, воплощают в жизнь. Одна радость, что все-таки воспитание – это минимум 10-12 лет в школе, и никто не может рассчитать, что тебе надо будет через 12 лет. Может, окажется, что как раз тебе нужны будут войны через 12 лет, чтобы воевать, а ты готовишь пони. Ну вот такая вот и получается лажа. И больше всего, кстати, недостатки образования и неумение думать проявилось, как ни странно, с появлением Гугла, когда люди не умеют сформулировать свои вопросы и получают в ленте выдачи не то, что они хотели бы узнать, а то, что другие умные люди им показывают. Точно так же, как и сейчас с искусственным интеллектом. Самая большая проблема, вот многие люди сталкиваются с тем, что они не могут сформулировать свой вопрос. А правильно сформулированный вопрос и понимание того, что ты хочешь получить на выходе, это твой, в принципе, успех работы с тем же, ну, так называемым искусственным интеллектом. Потому что то, что мы сейчас знаем как искусственный интеллект, это же не искусственный интеллект, это просто эти копипастные машины, которые просто собирают наиболее подходящие друг другу слова или изображения. То есть это трудно назвать искусственным интеллектом, но тем не менее, даже уже на этом этапе человек сталкивается с тем, что он не может сформулировать задачу, не может поставить задачу перед машиной для того, чтобы получить вменяемый результат. Ну, поэтому вот и видим то, что мы видим. Это, кстати, и тут есть у нас вопросы, у нас уже масса есть вопросов, но начнем уже с вопросов в продолжение темы об образовании. Так, тут от одного человека два вопроса, я их объединяю в одно. Олег Ко спрашивает, каков должен быть механизм оплаты за образование, кто должен платить, родители, община, кому переводить деньги, кто оплачивает образование неимущих? Должно ли общество контролировать обучение детей? Если родители не посылают ребенка в школу, они просто не следят, другие по религиозным убеждениям, третьи дают домашнее образование по своей системе. Ну, то есть, получается так вот. Кто должен платить и должно ли общество контролировать?
Я просто отвечу на этот вопрос, так сказать, статистикой. Вот. Есть статистика, я не помню, где я ее видел, но она врезалась мне в память, так сказать. И, кстати, не знаю, откуда она, как ее получили. Вот. Но, тем не менее, статистика была такой, что когда существовала Новгородская республика, еще, то там образование было практически 100%. Если мы понимаем грамотность, не образование, а грамотность, то есть там практически 100% взрослого населения умело читать и писать. А вот в соседней Москве только 3%, да. Вот. А было ли больше школ в Новгородской республике, я не думаю, да, потому что школы были приходские, там разные в основном, да, и там они были. Вопрос просто в том, вопрос в стимулах. Вот. Когда ты живешь в Новгородской республике, ты понимаешь, что ты будешь зарабатывать своим трудом и ничем другим. Вот. Когда ты живешь в Москве, могут быть варианты. Ты будешь либо рабом, но тогда тебе не надо, в общем, да, там, вот. Либо ты будешь начальником, и опять оно тебе не надо, потому что это уже не свой труд, ты будешь зарабатывать трудом раба. Вот. Поэтому, собственно говоря, тебе никакое образование не нужно. Вот. А вот ответ. Вот, то есть мы попадаем в ситуацию Новгородской республики, с либертарианством более-менее похожую, да, вот, и как любого другого торгового города, там, ганзейского, они все были друг на друга похожи в этом смысле, вот, и видим, что там люди без всякого контроля, там, без всякого начальства, которое бы следило специально за этим, вот, тем не менее имеют вот такой результат, да, то есть, что если любой родители, которые не отдают, грубо говоря, вот, есть какие-то мифические родители, которых я лично в жизни не встречал, но, наверное, они теоретически есть, которые, значит, не хотят, чтобы их дети учились, вообще непонятно, чего хотят и так далее, и так далее, и так далее. Эти родители, как правило, живут на государственные пособия различные там и так далее. Естественно, почему они должны планировать жизнь своих детей иначе, да? Вот. Им по барабану эти дети там и все, что с ними связано, конечно же, они как бы не хотят, чтобы эти дети учились. Но мы опять-таки попадаем в мир, где никаких пособий нет. И, соответственно, вот этого паразитической всей этой прослойки, с помощью которой государство как бы оправдывает свое налогообложение, тоже нет. Либо она есть, но она существует за счет там, частной благотворительности. Вот. Во-первых, она резко сокращается, потому что хитрых там разных она сразу же отсеивает, а остаются действительно люди, которые не могут. Да, то есть которые не хотят, а есть, которые не могут. Вот в свободном обществе останутся только те, которые не могут. Вот. По своим уже, как бы, чисто биологическим каким-то причинам. Вот это не будет там какая-то хитрожопость там, или нежелание, там, или лень, вот, или какая-то такая вот развращенность особая, вот, что я ничего не хочу и не буду, и все, и давайте меня кормите здесь. Значит. Вот. Этого ничего не будет, вот, потому что частных фондов будет мало, вот, естественно, да, то есть средства будут ограничены, и они будут как бы уже давать деньги тем, кто действительно не может. Вот. Будет, потому что первый вопрос, который задаст спонсор такого фонда, это: а как вы отличаете, значит, вот этих жуликов от реально тех, кто нуждается в помощи? Вот. Это первое. А второе, как бы, что вообще вся эта социальная помощь, она будет идти, совершенно, во-первых, многими разными способами, да, то есть это будет совершенно разное. Прежде всего, это будут разные способы, чего сейчас вот государство пытается всячески уничтожить, да, из чего вот началось вот это welfare state, да, вот, именно с уничтожения частной системы социального страхования, которая была. То есть государство же ее не придумало, она была. Ее просто государство уничтожило и заменило своей. Вот, об этом есть прекрасная книга, опять-таки никакого не анархиста, не либертарианца, вот, которая, я даже помню ее название, она называется «Возвращение в гражданское общество». Там человек описывает общество взаимопомощи в Англии, как они существовали, как они возникли, там, какую роль они играли, вот, и описывает процессы их поглощения государством. Вот. И даже причины описывают, почему это произошло. Они совершенно конкретные, политические, так сказать, никакого отношения не имеющие ни к эффективности этих обществ, ни к чему другому. Просто нужны были голоса на выборах, поэтому вот, значит, была принята, значит, эта самая германская вот эта модель, а в Германии этот процесс тот же самый прошел несколько раньше, там тоже была эта похожая система, вот, взаимного страхования, которая
опять-таки существовало среди так называемых низших, так сказать, классов, да, то есть рабочих, работников, то есть которые зарабатывали мало, и они страховали друг друга таким образом от безработицы там и так далее, и так далее, и так далее. Система была очень совершенна, рабочая и так далее. Вот это, значит, соседская помощь, конечно, церковная помощь, взаимопомощь, которая, ну, сейчас вот, допустим, в селах она есть, вот, в селах все это прекрасно работает, потому что люди друг друга знают, да, в городах с этим посложнее, вот, но с возвращением как бы свободы надежда на государство, естественно, исчезнет, вот, и люди найдут вот обязательно способы помогать тем, кто нуждается в помощи, еще раз говорю, нуждается. Вот, а не просто, так сказать, пришел и хочет получить пособие и жить за чужой счет. Жить за чужой счет вот так просто, вот это точно можно сказать, не получится. И дальше еще раз говорю, что если мы понимаем, что чем лучше человек подкован, чем больше у него знаний, умений и, так сказать, навыков, да, тем лучше он будет устроен, скажем так, в этой жизни, то, естественно, никакой родитель своему ребенку зла не желает, да, он хочет, чтобы это было именно так. Если он видит, что школа дает ему это, да, там какая-то уже, неважно какая, вот, то тогда он, конечно, своего ребенка будет посылать, потому что и будет искать деньги на это дело, вот, и там занимать и так далее. Это может быть частью страховки, например, это может, потому что понятно, что страховые компании будут играть очень значительную роль в таком обществе. Вот, это может быть часть какой-то гибкой страховой политики, например, которая бы поощряла людей к тому, чтобы они образовывали, так сказать, своих детей, если, опять-таки, если их доход этого сделать не позволяет. Вот. Но еще есть одна иллюзия, это иллюзия того, что частная школа – это типа дорогая школа. Вот это нет, это не так. Это не так, была даже статья где-то там, я уже забыл, но большая была статья, КАТО. Значит, институт Катона, он иногда раньше, по крайней мере, радовал такими исследованиями, вот сейчас они уже совсем как бы оливачились, но вот одно время они как бы делали такие хорошие исследования. Там было такое исследование по частным школам, и в частности, вот, например, в Индии выяснилось, что частные школы дешевле, чем государственные. Потому что государственные вы все равно, помимо налогов, еще денежку несете, да, как у нас. Вот там окна поставить, там учителю, значит, на день рождения, там тыры-пыры, это же никто не отменяет это все, вот, все эти поборы. Вот. Выяснилось, что частные дешевле, вот буквально дешевле в физическом, так сказать, измеряемом смысле, то есть не где-то там косвенно, да, что вот оно дешевле, потому что там налогов вы не платите или еще чего-то. А буквально даже в стране, где есть налоги и прочее регулирование, оказалось, что многие частные школы – это как раз школы для бедных. И бедные и стремятся учить своих детей в таких школах, поскольку они дают необходимое образование, да, то есть они учат читать, писать, считать, вот, общие представления, так сказать, дают о мире, вот, и, собственно говоря, там за там, 5 лет ты можешь получить, значит, хорошую подготовку, которую ребенок, значит, условно говоря, из богатой семьи, который там 12 лет будет учиться, он никогда ее даже не получит, потому что там все это растянуто, значит, тонким слоем намазано, поскольку за бюджетные деньги все это происходит, то есть никто там не заинтересован в результате, вот. Поэтому, значит, ну, понятно, да, они будут отличаться по цене, по качеству и так далее, и так далее, и так далее, и по уровню, конечно же, того, что вам преподают. Потому что, опять-таки, могут быть вот то, что мы называем начальная школа, да, она может быть вполне специализироваться, и бизнес может вполне специализироваться именно на этом. То есть вашего ребенка научат там читать, писать и вот этим базовым там социальным навыкам, да, каким-то, которые необходимы, которые он не получил в семье, а может получить там. Вот, и вперед иди работай на поле там или еще куда-то, собственно говоря. Но это не значит, что ты, опять-таки, но если ты эти навыки имеешь, да, то ты в этой жизни потом все равно устроишься. Ты можешь потом восполнить, так сказать. То есть если у тебя есть базовые как бы представление о том, где искать и что именно тебе искать, вот, которое должна давать такая школа, а на это именно будет спрос, это обязательно так, вот, потому что, ну, мало научить читать и считать. Еще раз говорю, что прежде всего будет спрос на то, чтобы учить думать, чтобы человек понимал, что ему нужно и где ему, и, соответственно, мог это потом найти. Вот. То вот этого может и хватить. Другие могут там и по 12 лет учиться, пожалуйста, учитесь там, учите философию там глубоко, например, или еще что-нибудь такое. Вот. Но предложение разное, значит, дифференцировано по ценам, вот, чего сейчас опять-таки нет.
по времени там обучения, по предметам обучения, ну и плюс наличие как бы вот этих вот всех страховых прокладок для того, чтобы, если кого-то беспокоит судьба бедных, чтобы он мог не беспокоиться об этом, потому что есть механизмы, и они обязательно будут, еще раз говорю, для того, чтобы люди могли, не имеющие денег, так сказать, сейчас на образование своих детей, вот, все равно могли им дать, значит, какое-то вот образование, которое, ну, условно говоря, не даст этому ребенку пропасть в жизнь. Ну и вариантов же может быть много, мы просто не можем сегодня все Конечно, предположить. Могут быть конечно. варианты, то, что, например, та же община, заинтересованная в том, чтобы не было преступности, будут оплачивать бедным детям, скидываться на то, чтобы они учились. Просто для того, чтобы они не шлялись по улицам и приучались к нормальной жизни. Такой тоже вариант может быть. Может быть вариант, когда община будет оплачивать школу ради того, чтобы повысить стоимость жилья вокруг этой школы. То есть такой тоже может быть вариант. То есть ты живешь в этом районе и ходишь бесплатно в школу за счет того, что все сбрасываются на эту школу. Только потому. А это поднимает, в свою очередь, стоимость квартир, жилья и делает район более безопасным и дорогим. То есть вариантов, которые могут быть, которые мы можем представить, достаточно, ну, их бесконечное множество и могут быть самые разные варианты. Так Да, что и тем тут более вот мы сейчас представляем. Да, мы сейчас просто представляем это, сидя вот так вот. У нас нет миллиона долларов здесь. Я всегда говорю, что такие разговоры мы должны вести с миллионом долларов в кармане и с ручкой в руке, с перспективой написания бизнес-плана. Тогда это становится реальностью. Да? Вот пока у нас такие вот рассуждения абстрактные, и то мы сейчас сходу, значит, ну, понавыдумывали кучу таких схем. Вот. Но когда речь идет о конкретном бизнесе, вот тогда и выдумываются реальные какие-то схемы, которые мы сейчас выдумать просто не сможем. Потому что, еще раз говорю, миллиона у нас нет, вот, ручки у нас нет, бизнес-план мы не пишем. ну, даже сейчас застройщики, например, стараются строить детские сады и школы в районах, в которых они строят. Просто часто государство не дает им построить эти школы, не принимая их на баланс, например. Такое же тоже есть. А для того, чтобы продать лучше квартиру, ему нужно построить школу у себя во дворе. Но есть и такие варианты. То есть мы можем дальше фантазировать и фонтанировать, но это будет продолжаться до бесконечности, потому что вариантов действительно бесконечное множество. Ну, переходим дальше к вопросам. Будем себя сдерживать в фантазиях, потому что мы же не футурологи, мы же только либертарианцы, а не Да. футурологи. Так, вопрос. Генри Ли. Техас проталкивает идею создания криптовалюты штата, обеспеченную золотом. На фоне отказа ряда стран от проведения взаимных расчетов в долларе, не кажется ли Владимиру это звоном колокола по господству Федерального резерва, а также сепаратистской тенденции штатов? Это уже из другой темы Ну, для этого вопросы. я не совсем понимаю, зачем криптовалюту обеспечивать золотом. Вот, то есть это немножко разные схемы. То есть если речь идет просто об электронных деньгах, то такие попытки, которые были бы обеспечены долларом, в смысле долларом, пардон, золотом, то такие попытки предпринимались, и федеральное правительство их благополучно, значит, уничтожило. Вот. Может быть, эти люди нашли какие-то лазейки в законах именно Техаса, которые позволяют, значит, сделать такую схему, но вот именно криптовалюты это биткоин, с моей точки зрения, это единственное. Ну и все криптовалюты, если есть другие, где есть вот этот proof of work. Вот где он есть, это криптовалюта, да, и где, вот, допустим, там в эфире вроде как его нет, я уже сейчас буду соврать, потому что я небольшой специалист в этом деле. Вот там, где вот proof of stake, да, это уже не криптовалюта, это уже говно. Ну, оно никак не привязано к реальности. Вот, то есть это все уже такое. То есть, может, имеется в виду, что они там будут использовать, ну, там, блокчейн, да, во всем деле. То есть, ну, я не видел этого проекта, то есть мне трудно сказать в этом смысле. Но если это просто электронные деньги, обеспеченные золотом, то есть, это, грубо говоря, это электронные расписки на золото. Ну, да, то уже не важно, каким образом они там сами по себе эти электронные расписки организованы, то ли каким-то более привычным образом, да, то ли это идет через через какое-то там шифрование и прочее, прочее, прочее. Вот. Но, конечно, сама по себе эта идея хорошая, вот, безусловно. Ну, и сейчас все активно пишут по поводу отказа от доллара, который, ну, собственно говоря,
Его нельзя недооценивать, но не нужно переоценивать. Ну, вот, потому что быстро так этот процесс не идет. Хотя, опять-таки, знаете, предсказывать в этих сферах это все равно, что на кофейной гуще гадать, вот, потому что кто его знает. Но вот сейчас это видится так, что быстро все равно этого не будет. Ну вот, да, доллар может потерять там значительную часть, так сказать, этих самых торговых соглашений, которые будут оплачиваться в нем. Вот. Но давайте просто исходить из того, что вот как раз недавно переводили статью, что в юане там оплачивается всего там каких-то 2% сейчас дело. Да? То есть юаню до доллара, блин, еще очень-очень-очень далеко. Вот. Даже фунт его опережает, английский этот юань. Вот. Поэтому именно вот если говорить о нем, то ему еще очень далеко до этого. Вот. Евро там на втором месте, кстати говоря, после доллара, а в долларе там что-то больше половины, значит, точно сделок производится. Вот. Так что процесс этот будет идти, может быть, медленно. Вот. То, что Техас это делает, это хорошо в любом случае. То есть они как бы... Я не знаю, просто если это делает правительство Техаса, то ничего хорошего я в этом не вижу. Если это какие-то люди в Техасе, то тогда да. Вот, потому что правительство Техаса, понятное дело, такое же правительство, как и любое другое. Вот, да, оно сейчас типа за нас, условно говоря, вот, потому что так ему выгодно. Вот, но если они, это просто форма, так сказать, денег центрального банка, да, то есть фиатных денег, они их могут называть как угодно, там и криптовалютами и так далее, и могут даже сказать, что они золотом обеспечены. Но если у них есть там центральный эмитент, то, конечно, это уже вопрос. То есть, ну, скажем так, и золото, и криптоденьги, такие как биткоин, это деньги децентрализованы. Да, у них нет как бы центрального эмитента, в этом смысле они, и, собственно говоря, их сила в этом состоит. Да? То есть, если это техасская, значит, скажем так, авантюра, она имеет какого-то центрального эмитента, то, конечно, тогда это ничем не отличается от того, что мы имеем сегодня, но просто как в плане конкуренции даже, и то это может быть полезно. В плане там вызова какого-то, который может быть брошен, значит, центральной власти Вашингтона, тоже может быть полезно. То есть я просто еще раз говорю, в данном случае подробностей не знаю и просто рассуждаю, так сказать, вслух о разных вариантах, которые могут быть. Еще у нас тут несколько вопросов. Дед Болт спрашивает. Владимир, как вы считаете, есть ли среди высших госслужащих те, кто полностью осознает вредный характер их деятельности? И насколько там таких много? Нет, не осознают. Ну, по моему опыту, и потому что я вижу сейчас, и с теми, с кем я сталкивался, не осознают, у них там барьеры мощные психологические стоят. Вот, там есть другое, там есть осознание многими достаточно того, что они, ну, скажем так, воруют, да, притом как бы не воруя. Вот, они даже могут и не воровать, но они могут понимать, что, например, их деятельность не нужна, что можно было бы обойтись без этого, вот этого, что вот этот вот, допустим, там тендер мог бы выиграть вот тот, и было бы дешевле. Да, вот эти вещи они понимают. Было бы дешевле, то есть меньше бы денег ушло, но вот, да, вот эти штуки они как бы осознавать могут. Вот. А в целом, что они не нужны, вот это для них это страшно, они становятся синими, зелеными, у них инфаркты. Вот, когда вот если ему сказать, что он не нужен просто-напросто, да, то есть там хороший он, плохой, не, вот это он готов спорить, что он плохой или хороший, он даже готов там соглашаться с чем-то там, вот. Но вот то, что он не нужен, он, конечно, признать ему как бы очень тяжело. Вот. И то, что он делает, все является вредным, все. Вот это, конечно, там этого нет. И есть еще другое. Многие понимают, что ужучивание, скажем так, пересечных – это и есть их работа. Они это, многие, да, вот понимают, что, значит, что лохов надо доить, их надо строить, вот, им надо все запрещать, потому что это лучше для нас. Вот этот свой классовый интерес, они многие, как бы, вот говоря марксистским языком, они многие вполне осознают. Вот. Но, опять-таки, много людей, которые просто, если брать там особенно среднее и нижнее звено этого чиновничества, то они тупо ходят на работу, они об этом не думают, они делают просто там свои функции для начальника, вот, и не отягощая себя вот этими философскими различными аспектами. Вот. Те, кто отягощают, многие понимают, что да, они есть высшая раса, высшая каста,
а вот все остальные им, значит, должны на них работать. Ну, и вот у них сразу вот это мышление, оно же еще начинается на уровне вот активизма. Да, то есть хороший идеальный чиновник – это бывший активист, да, то есть вот который, значит, писал в фейсбучиках, что там надо запретить евробляки. Вот это то, что называется государственническое мышление, к чему они все призывают всех, там, значит, думайте, значит, вот это вот по-государственному мыслите. Это то, что еще, кстати, с советских времен еще идет, там тоже к этому призывали. И к этому воспитывали, что там за родину должно быть, значит, обидно, да, там за державу обидно и так далее. Вот, что это правильная моральная позиция. Значит, а то, что для державы хорошо, всегда для вас плохо. Да, и многие из них понимают, но они думают, что так лучше. Вот, они считают, что так лучше. Когда вам плохо, это значит, что так лучше. Да, я не очень сильно обижаться, когда говоришь, что госслужба – это либо работа по обогащению, либо утилизация людей, которые вообще ни на что другое не способны. И, в общем, это их очень сильно обижает. Ну, ладно. Тут вопрос на следующую тему. Спрашивает наш Журба. Рачинский пишет, что он не может избавиться от мысли, что контрнаступ ВСУ отложили до лучших времен. Интересует мнение Владимира. У него возникает такое же чувство или какое-то другое по этому вопросу? Что отложили? Контрнаступление вооруженных сил Украины. Это уже по поводу... Я не знаю, у меня нет данных, но вот то, что я вижу, возможно, это какая-то, ну, условно говоря, спецоперация прикрытия. Я бы, по крайней мере, так и делал, да, то есть я бы ходил и всем рассказывал, что у меня нет танчиков, у меня нет снарядиков, так сказать, вот, и мне нечем наступать, и сливал бы разные данные там, значит, которые бы показывали, что не готовы, значит, вооруженные силы наступать и так далее, а потом бы взял и наступил. То есть как часть этой операции, ну, это было бы логично. Да? Вот. И мы это видим. Мы это видим по разным фактам, что вот там того не хватает, этого нет. Но, с другой стороны, мы видим и другое, что, похоже, действительно не хватает, и похоже, что действительно нет. То есть вот как отличить здесь одно от другого, то, скорее всего, спецоперация выглядела бы достаточно топорно. Ну, там хорошая операция, да, ее можно было бы готовить, но пока Украина не была замечена в хорошей подготовке вот такого рода вот как бы операций информационных, вот, которые бы хорошо работали. Ну, может быть, опять-таки, это первая операция, дай бог. Вот. Но, скорее всего, все-таки мы имеем дело с другим, с тем, что действительно танков нет, пушек нет, снарядов нет и людей нет. Вот, наверное, мы имеем дело с этим. Но это не значит, что наступления не будет. Вот. Я-то как раз боюсь, что здесь, ведь в таких моментах в обществе с государством политика управляет войной, а не война управляет войной. Чем еще радикально отличается война свободного общества против государства, что в свободном обществе вот этих всех политических соображений нет. Вот, как нам там рейтинг, как нам это, как нам то, значит, перед избирателями. Вот, потому что в государствах, и особенно в демократических государствах, вот эти вот все пиар, значит, штуки и политика, она работает часто против рационального ведения войны. Вот. И я боюсь, что вот эти политические соображения, ну, кстати, классика здесь это Вьетнам. Это Вьетнам, где погубили кучу народу, значит, погубили кучу денег, и непонятно, и в итоге проиграли. Вот, потому что ходили демонстрации, значит, писали разные журналюги, вот, там, и, значит, политика, кругом, значит, то да сё, вот, пиары и все прочее, и вот это все в итоге привело к проигранной войне, и непонятно куда, значит, и зачем потраченным жизням и потраченным деньгам. Вот. Ну вот я боюсь, что... И, кстати, во Второй мировой это все тоже имело место, ну и в Первой мировой это все тоже имело место. Вот здесь я боюсь, что тоже можем иметь место с такого рода проблемой, что будет дана отмашка, любой ценой, значит, наступать, ну и, соответственно, в такой ситуации, если наступление не готово, да, то есть если нет превосходства в живой силе, в технике, так сказать, и в том, чем нужно, да, вот,
то, конечно, такое наступление провалится, вот, что тоже может опять-таки иметь, и будет иметь политические последствия. Вот. И я, кстати, думаю, что ну, такой дорогой ценой могут быть и хорошие последствия, в том смысле, что люди спросят, как бы, пока они, ну, как бы довольно робко, да, потому что первые месяцы были, на самом деле, ну, проходили в эйфории своего рода, вот, потому что неожиданно дали, значит, по голове этим козлам, и причем так, ну, не слабо дали, вот, и немного поставили их на место, вот, а теперь, ну, мы видим, что не дают оружие, да, и это все больше и больше людей понимает, и вот такая вот апатия наступает, и все прочее, и все больше и больше вопросов к этой войне, да, чем дальше она продолжается, тем больше к ней вопросов. Вот. И если такое поражение, скажем так, или неудачное наступление состоится, то эти вопросы могут быть заданы уже и заданы в массовом порядке. Блин, а что вы вообще делаете и нахрена? Потому что сейчас, например, выясняется такая вещь, что, оказывается, украинская власть и не настаивала на ленд-лизе, да, к примеру. Вот мы все говорим про Байдена, что он козел ленд-лиза не давал. Вот. Ну и была история, что там типа вот там Зеленского поставили на место, значит, Байден вот, чуть ли не открытым текстом, когда он там требовал оружия, но теперь доходит сведения, что как бы украинская власть и не настаивала на этом ленд-лизе. Вот. А это уже меняет дело, ребята. Это получается так, что вы сами не хотите получить оружие, которое позволит вам быстро выиграть войну. Значит, вы хотите, чтобы эта война продолжалась долго, то есть вы хотите дальше на этом всем мутить. Да, то есть это вот так уже будет стоять вопрос. То есть если это действительно всплывет, там, если действительно окажется правда, если это будет подтверждено, если это будет раскручено в информационном поле, то дела, скажем так, будут не очень хорошо. Если это все будет еще на фоне поражения в ходе войны, вот, то, конечно же, могут получиться какие-то нехорошие, скажем так, последствия у этого всего. То есть я боюсь вот этого, да. Вот, то есть, еще раз, это может быть информационное прикрытие, ну, вот как бы наступление, да, то есть то, что мы видим. Вот. Но я как бы не очень в это верю. Скорее всего, действительно, это наступление как бы не готово. Но это опять-таки не исключает того, что оно может быть по политическим мотивам. Ну, тут интересно, что это бумеранг, который прилетит к Зеленскому, который в предыдущей власти Да. тоже говорил, что власти была выгодна война, и он же на этом строил свою избирательную кампанию, вернее его штаб, о том, что Порошенко специально затягивает войну, ее можно быстро закончить, а тут такой бумеранг прилетает обратно. Ну, Да, да, тут да. надо сказать, что вообще-то государству любому выгодна война, когда она ему лично никак не угрожает, а наоборот уже все стабильненько. Уже в Киев приезжают и Столтенберг, и Байден приезжал, и тут уже все безопасно, и войны не чувствуется, и можно теперь сидеть и мутить, и до бесконечности долго. И люди, когда приходят в правительство, быстро понимают, на чем можно поднимать деньги, сохранять свою власть и заниматься делами, которые ежедневно приносят тебе, если не миллионы, то миллиард. Если не миллиарды, то, по крайней мере, миллионы долларов кошелек в карман. Ну, потому что мы уже об этом говорили, что наша цель, как у обычных людей, да, которые называют, как можно быстрее победить в войне, как можно меньшими затратами, меньшими людскими жертвами. А у государства совершенно противоположная задача. Задача тянуть войну как можно дольше, не подпуская ее к столице, но тем не менее затягивая и сваливая в эту кучу всего, осваивая бюджеты в самом простейшем случае. Даже мы не можем говорить, что сколько воруют, а просто сидеть на осваивании бюджетов и повышении своих политических рейтингов. Но это мы уже об этом говорили просто не один раз, поэтому такая. Да. Ну, давайте последний вопрос. Сейчас я его найду. Ведант спрашивает. Вертикаль корпоративного устрою схожа з державною своїм законодавством. Всередині корпорації не вільні ринкові відносини, тож люди в корпорації не вільні. Можно посоветовать статьи у Владимира Статьи по поводу корпорации, но можно и коротко попробовать, собственно, ответить. Ну, первое и главное условие, это то, ну, отличие, это то, что никто этих людей туда силой не запихивал, да, они сами туда пришли, значит, имея цель поработать.
Вот. А сходство государства с корпорацией – это, значит, оппортунизм, да, то, что называется в экономике оппортунизмом. То есть тогда, когда ну, некий работник имеет целью не производство продукта, как бы, а скорее его цель – это отчетность для начальника, вот, и использование каких-то возможностей, которые ему по работе, значит, предоставлены для своих целей. Вот это болезнь, которая характерна для любой иерархической организации. Корпорация является иерархической организацией. Это уже не государство против корпорации, да, а просто свойство иерархии как таковой. Многие корпорации для того, чтобы, зная, естественно, об этом все знают и пытаются с этим бороться, вот, многие корпорации там пытаются выдумывать другие организационные принципы, там, например, какие-то S-корпорации, там, не знаю, вот все приводят этот Valve в пример. Это, значит, компания, которая держит такую платформу Steam, наверное, вы знаете, да, вот эту вот игровую, вот, известную, я, который пользуюсь уже много лет, вот они говорят, что они там максимально стараются избегать, значит, там вот этой всей и вертикальной иерархической структуры, ну вот, и все равно, тем не менее, это корпорация, и ну, вот она прекрасно пока что работает, вот, и все у нее хорошо, значит, все эти годы. Вот в чем как бы еще одна концептуальная разница государства и организации, что и корпорация создает продукт. Да? Корпорация создает продукт, и корпорация существует только до тех пор, пока продукт пользуется спросом на рынке. Вот. Она может там танцевать танцы с бубнами, там что угодно, значит, вытворять, чтобы этот спрос продолжался как можно дольше, дружить там с государством, там получать льготы, привилегии и так далее. Да, это все имеет место быть. Но если мы рассматриваем как бы разницу концептуальную, не включая другие условия суда, то есть, что называется, при прочих равных условиях, то это разница огромная. Потому что государство ничего не производит, как бы оно производит отрицательное благо, то есть то, что оно вот как бы производит, вы обязаны потреблять в принудительном порядке, в большинстве случаев, и за это вы же еще и платите, опять-таки, тоже в принудительном порядке, то есть что бы оно ни производило, оно все равно свои деньги будет получать. То есть это разница, которая ну, полностью вот, нивелирует все остальное. То есть какие бы там корпорации внутри не были плохие, какие бы там ни существовали как бы стимулы порочные, но вот эта разница принципиальная, потому что она, во-первых, она уводит корпорации с рынка, то есть они разоряются. В итоге, если они перестают удовлетворять потребностям потребителя, они уходят с рынка. Все. Таких примеров у нас ну, миллион корпораций там этих. Ну просто вот жизнь-то человеческая короткая, если мы, но на нашей памяти там вот та же Nokia, например, исчезла, да, и масса там других контор, которые вот они блистали, вот у них было все хорошо, а вот их нет. Вот, потому что они сделали ошибки, да, то есть при этом они были, значит, корпорациями, при этом у них была иерархическая организация и так далее, и так далее, и так далее, но вот рыночек порешал. Вот государством рыночек порешать не может. Вот оно как было, так оно и есть. Вот, меняться может только власть, меняться может только, значит, внутренняя там его какая-то там структура, территория у него может там прирастать или наоборот убывать. Вот, но с ним оно от этого никак не зависит. Вот, поэтому в этом как бы разница, ну, огромная разница между одним и другим, да, то есть это разница концептуальная, она не просто огромная, она концептуальная разница. То есть и то внутри является иерархией, но по своей роли как бы для людей, да, то есть для внешней среды, в которой, собственно говоря, они существуют в любом случае, как бы они полностью различны, они полностью отличаются друг от друга. Думаю, что ответ исчерпывающий и понятный, и такой финальный. Как раз мы проговорили уже больше 1,5 часов, так мы уходим еще чуть-чуть, у нас наши встречи превратятся в круглосуточные стримы, но мы этого, наверное, не выдержим. Поэтому будем сегодня заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Кто не досмотрел, досмотрит потом. Можно даже на ускоренном смотреть. Если в 1,5 раза включить, на скорость 1,5 раза, то вместо 1,5 часов будете смотреть всего час. Поэтому все будет гораздо быстрее.
Поэтому всем большое спасибо. Ну и ритуальное завершение. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Кто еще не поставил лайк, Воистину подписывайтесь. воистину подписывайтесь. Кто не поставил лайк, ставьте воистину лайк. Может, а то, что поставить дизлайк, нами не будет проклят. А тоже мы скажем спасибо, потому что любая реакция на наши видео только прибавляет нам веса в общем информационном пространстве, где мы пытаемся прорваться сквозь белый шум и забитую непонятными звуками и рипами и среду. Короче, мы пролетаем, как это, зеленое НЛО на небе и исчезаем вдалеке. Все, всем большое спасибо. И, короче, чтобы мы не исчезли, не забывайте подписываться, потому что мы зависим от того, насколько вы нас смотрите. Потому что имеет смысл работать только когда тебя кто-то смотрит. Если тебя никто не смотрит, то смысл в этом всем безобразии. Ну ничего, будем прорываться дальше, делать свое дело. Поэтому еще раз всем спасибо. Спасибо большое, Владимир, что уделили 1,5 часа. И до встречи через неделю. До свидания.